Приветствую всех на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Речь пойдет об обрезке, особенности обрезки актинидии, этого уникального удивительного растения, которое только начинает занимать свое место в наших садах. Актинидия требует особого ухода и обрезки именно в период, когда засыпает растение, именно сейчас, в зимний период. Вот я сейчас этим как раз и занимаюсь. Обрезаю плодовые веточки, которые у меня уже есть. Это 5-летнее растение. Здесь практически никаких обрезок нет. Они уже сформированы в прошлом году. И благодаря тому, что веточки были наклонены с помощью веревочек, в горизонт поставлены, вот здесь и были сформированы самые наилучшие ягоды. Самый большой урожай получен. Если ветки не наклонять, то они будут расти вверх и не будут давать такого урожая, формировать именно плодовые веточки с плодовыми почками. Вот я вниз опускала растения, веточки, оттягивала веточки, и у меня получался очень хороший урожай. Вот такие ветки нужно оттягивать в течение лета и весной, для того, чтобы они уже в течение сезона формировали плодовые почки. А вот это растение 3-летнее, здесь тоже внизу плодовые почечки. Сейчас я это все распущу, потому что некоторые ветки запутались. Здесь нужно навести порядок и обрезку провести на плодовых почках. На плодовых веточках я ставлю по 3 плодовые почечки. И они тоже будут, они были оттянуты летом, и они уже будут весной цвести и формировать урожай. Здесь нужно будет распутать, убрать веревочки и провести обрезку. Некоторые веточки полностью обрежу, некоторые только частично кончики, там, где были зеленые веточки, и мороз их уже высушил. Сейчас очень хорошо обрезать, растения не плачут, и они нормально себя чувствуют в этот период, поэтому обрезка проходит легко, и древесина засыхает, и весной они не плачут. В прошлом году я в феврале это сделала, но некоторые растения все-таки плакали, поэтому я это делаю, когда уже первые морозы прошли, и обрезаю. Кроме летней обрезки, вот это важно именно сейчас зимняя обрезка. Она дает мне возможность, кроме того, что я обрезаю лианы, я еще и получаю дополнительно череночки. Обрезанные веточки пойдут на череночки, я их связываю и, естественно, оставляю для того, чтобы потом в феврале месяце их укоренить. Вот так мои растения сейчас уже выглядят. Они все обрезаны, отводочек, для отводка одна ветка оставлена. И очень хорошо эти растения себя будут чувствовать уже весной, когда очень быстро начинается у них, самое быстрое сокодвижение начинается именно у актинидии, поэтому их нельзя обрезать именно весной. Актинидия – это замечательное растение, этим нужно заниматься серьезно и, естественно, проводить все операции вовремя. Желаю удачи в обрезке и в получении урожая актинидии. Всего вам доброго!